Приветствую, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить о забытых игрушках времен Советского Союза, которые, по моему мнению, развивали более полезные навыки, нежели компьютерные игры. Также тяжело отрицать тот факт, что призвание данных игрушек было давать ребенку более приземленное и конкретное представление об окружающем мире. Не знаю, как вы, но я бы не отказался в детстве поработать вот на таком миниатюрном токарном станке, ведь несмотря на его размеры, он мог полностью выполнять свою задачу. Правда, точение происходило на мягких материалах, например, дерево. С такой игрушкой ребенок мог овладеть азами токарного искусства. Конечно же, детский фрезер тоже был, однако такой комплект мог себе позволить не каждый. Был в Советском Союзе и детский набор юного слесаря, в котором входило до 9 инструментов. И это были не пластмассовые игрушки, которые можно найти в любом магазине, а полноценные инструменты из дерева и металла, которые резали, строгали и так далее. То есть таким набором можно было с легкостью даже в самом юном возрасте собрать свой первый скворечник и сделать табуретку. Благо древесины тогда было предостаточно. И даже если такая игрушка не определяла дальнейшую профессию ребенка, родители покупали ее, чтобы ребенок приучался к труду и получал удовольствие от конечного результата. А такие навыки в жизни всегда пригодятся. Ну а вот такой суровый конструктор, думаю, видели многие, и у многих он был. И самая большая проблема его была в том, что было сложно сохранить его целостность. У меня, к примеру, даже сейчас, если поискать по дому, можно найти его детали. Это была уникальная игрушка, из которой можно было собрать все, на что хватало фантазии. Ведь возможности соединения пластинок винтами и гайками из комплекта были просто неограничены. Это развивало в ребенке усидчивость, мелкую моторику и многое другое. К тому же все детали были металлическими, и шанс поломать что-то равнялся нулю. Ну и как вы понимаете, даже после того, как ребенок вырастал, игрушка не переставала быть полезной, так как ее детали прекрасно подходили в качестве крепежа для своих самоделок или для ремонта по дому. А вот детский набор, который призван помочь школьнику постичь такую сложную науку, как химия. И даже если он выглядит как рабочий чемодан взрывотехника, родители не боялись приобрести своему ребенку желаемый набор «Юный химик». В нем находились все необходимые реактивы для наблюдения той или иной реакции, а также необходимые инструменты для ее проведения. Ну и, конечно же, инструкция с подробным описанием всех возможных для проведения опытов. Честно сказать, вопреки своей привычке, эту инструкцию я бы точно прочел. Многие из вас наверняка помнят, что в Советском Союзе каждый второй с ранних лет занимался радиоэлектроникой. Это было довольно распространенным явлением. Ну а появление таких игрушек, как лаборатория «Юный электрик», была обыденным явлением. Изучать принципы работы радиодеталей на таких панелях было очень удобно, так как все элементы были уже закреплены с завода и были подписаны их номиналы. Оставалось только соединить их в нужную последовательность проводками из комплекта, и собираемое устройство начинало работать. Были, конечно же, и такие радиолюбители, которые не хотели заморачиваться с соединением проводов. И вот специально для них появились такие наборы, как электронные кубики. Каждый кубик состоял из определенной радиодетали с 4 выводами, которыми он соединялся в цепь с другими такими же кубиками, создавая полноценную рабочую схему. Таким образом, набор позволял создавать до 30 электронных устройств без единой пайки. Ну а для самых продвинутых радиолюбителей, которые не боялись работы паяльником, существовал набор-конструктор для сборки приемника видеосигналов. Другими словами, хочешь смотреть телевизор, собери его сам. Кому-то это может показаться нудным занятием, однако вы только представьте момент включения этого устройства и наблюдения на ЛТ-экране четкой черно-белой картинки. Это было небольшое портативное устройство, на сборку которой могли тратиться недели, даже с учетом наличия подробной инструкции со всей схемотехникой. Ну а на этом у меня все. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк. Спасибо всем за внимание. Всем пока.